Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. И это канал «Русский с Максом и Юлей» для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет диалог. Диалог для уровня выше среднего. Такой B1, наверное, да? Ну да. Мы с Юлей хотим обсудить одну интересную тему. Хотим обсудить тему self-help литературы или литературы для саморазвития. Саморазвитие, литература для личностного роста, как ее еще называют. Да, вот здесь будут все названия этой литературы. И мы хотим поговорить про наш опыт и про то, как обстоят дела в России с такой литературой и как люди относятся к такой литературе. Давай, Юля, начнем с того, что это такое литература для саморазвития или литература для личностного роста. Ну, как мне кажется, это та литература, которая содержит в себе советы, как усовершенствоваться в чем-то, в каких-то своих навыках, в том, как зарабатывать деньги, в том, как строить отношения с другими людьми. А ты что думаешь? Ну, да, логично. Из названия уже следует, что это литература для развития себя, для саморазвития. То есть ты развиваешься, ты развиваешь какие-то навыки. Да. Да? Но в конце, наверное, мы поговорим, а действительно ли эта литература развивает навыки. Обязательно или поговорим, нет. да. Сразу скажу, что литература не может ничего развить. Ты можешь развить, литература не может, но окей. Смотри, насколько ты думаешь, такая литература сейчас и в последнее время популярна в России? Что ты думаешь? Мне кажется, что довольно популярна. Был, наверное, прям пик популярности несколько лет назад. Но и сейчас люди продолжают покупать книги о том, как развить себя. А еще есть люди, которые из этих книг берут какие-то идеи, делают тренинги и продают эти тренинги людям. Ну, у нас был уже диалог, здесь будет ссылочка, диалог про, как мы это назвали, курсы для продажи онлайн-курсы для продажи онлайн-курсов. Да, что-то такое, вот эти такие вот курсы, которые помогут тебе вообще в твоей жизни. Хорошо, то есть я с тобой согласен. Мне тоже кажется, что в России эта тема очень популярна. Причем я вижу в России огромное количество зарубежных книг, да. Американских, и, там, английских, японских каких-то авторов. Но также я вижу и достаточное количество российских авторов. Да, российские авторы стали тоже писать такие книги. Более того, есть разные блогеры, которые в дополнение к своим блогам еще издают книжки. Ну, понятно, да. Это по-разному работает. Мы сегодня хотелось бы именно про книги поговорить, да. По саморазвитию. Ты читал такие книги? Я читал, безусловно, такие книги, как и ты, наверное. Да, я думаю, все мы читали такие книги. Да, все мы читали такие книги. И, наверное, вообще плохо объединять эти книги в какую-то одну категорию. То есть, наверное, неплохо, но мне кажется, как и в случае с художественной литературой, есть, скажем, более... Нет, мне не нравится. Более хорошая литература и плохая литература. Плохо так говорить. Но окей, скажу так. Лучше сравнить книги по саморазвитию с курсами
Потому что курсы действительно бывают хорошими с точки зрения образовательного опыта и образовательного процесса и образовательного результата, и курсы бывают плохими. И вот мне кажется, книги тоже этим можно оценивать. То есть, наверное, действительно хорошие книги, которые могут тебе помочь, а есть просто вот шлак, плохие книги, которые просто как-то тобой манипулируют, ты покупаешь, ты читаешь, ты вдохновился, и потом все, в тебе ничего не осталось. Но мне кажется, тут можно поговорить о таких минусах или ловушках такой литературы. Ты вот сказал, что ты покупаешь, читаешь, в тебе что-то осталось или не осталось. Да. Но мне кажется, основная ловушка такой литературы, что ты читаешь ее, у тебя ощущение, что ты уже что-то делаешь, чтобы изменить что-то в своей жизни. Но по сути ты просто читаешь книжку. И даже если там очень хорошие советы, но ты не начинаешь их применять, не начинаешь получать свой опыт, даже если ты запомнил содержание этой книжки на всю жизнь, но не применил его, то для тебя ничего не поменяется. Друзья, поставьте лайк, те, кто читал когда-нибудь книги по саморазвитию, где было написано: а теперь практика, делайте это. И вы такие: окей, следующая страница. Было такое? Да, у меня было. Я согласен с твоей мыслью, что нужно обязательно что-то делать. Нужна практика, не только теория. Но также я считаю, что иногда достаточно просто даже прочитать книгу, и у тебя начинают крутиться какие-то мысли. Ты загружаешь в голову какие-то мысли, идеи, и они начинают у тебя крутиться в голове, ты их обдумываешь и уже можешь получить какой-то результат. Поэтому, мне кажется, это все работает достаточно сложно. Ну, я с тобой согласна. Действительно, прочитав какую-то книгу, ты можешь получить идею, которая наведет тебя на какие-то мысли и приведет к каким-то действиям. Такое может произойти. Давай тогда немножко выделять такие твиты из того, что мы говорим, чтобы было понятно, к каким суждениям мы приходим, к каким выводам мы приходим. Первое, наверное, плохо делить книги на хорошие и плохие, но кажется, что книги по саморазвитию есть более... может и нет. Вот кто-то может прочитать обычную какую-то, не знаю, плохо написанную, какую-то вообще сплагиаченную книгу про саморазвитие и подчерпнуть какую-то идею, и она ему поможет. Ну и да, если условно есть какая-то почва для того, чтобы она ему помогла, и вот может быть действительно какая-то мысль оттуда придет. Хорошо, тогда первый твит, он будет у вас здесь на экране, друзья, как и последующие твиты, что нет плохих и хороших книг по саморазвитию. Только вы определяете по результату, помогло вам это или не помогло. Да. Второй твит будет о том, что чтение книжки не равняется изменению жизни. Можно прочитать 15 книг, но ничего не изменится, если ты не поймешь, как ты будешь это применять в жизни. Окей, то есть это не совсем твит, давай твитнем. Короче, это читай и применяй. Да, читай и применяй. Читай и действуй. Да. Читай и действуй. То есть обязательно вот эта ловушка, когда ты читаешь, или когда люди смотрят видео, как изучать русский язык, да, how to learn Russian fast, how to learn Russian in 5 minutes, in 5 days. И вот ты постоянно смотришь эти видео, это тоже какая-то зависимость. Да. То есть важно принимать действия, да, take actions, нет. Важно действовать, и важно
Ну да, важно действовать. Друзья, а сейчас немножко магии. Призывной магии. О, Сабрина! К нам пришел специалист по развитию родителей. У вас есть что сказать, молодой человек, молодая девушка? Молодая девушка. Девушка, есть у вас что Девушка? сказать? Девушка? Пока немного, да? Хорошо, мы закончились, это правда, мы закончились. Я уже готов пить пиво и вино. 10 утра. 10 утра, да. Важно действовать, да, Сабрина? Важно действовать. Согласен с тобой, абсолютно действовать важно. Да, пожмем руку друг другу. Важно, надо действовать. Есть еще какие-то проблемы? То есть первая проблема, ты в круге сансары читаешь. И навык чтения очень хорошо прокачиваешь. Вряд ли. Ну, надо читать сложную, какую-то вот многомерную, многогранную литературу, чтобы уж и мозг прокачивать, и слова. А эта литература, там 90% это вода. Ну, верно, тоже там согласна. 3-4 тезиса, идеи, да, и вот пошло. А мой друг, особенно американские книги, да, а мой друг Джон, я помню своего друга Джона, у которого была дочь, которая поступила в университет, и вот там 10 страниц вот этого примера. Потом еще 10 страниц примера моей кузины Энджелы, которая тоже там что-то потом... Ну, в целом, да. Ну, наверное, это надо, чтобы вот через зашло. истории люди запоминали. Да, сторителлинг. Да. Окей. Мне кажется, что вторая проблема, и то, за что принято критиковать литературу по саморазвитию, это то, что многие из этих книг написаны зарубежными авторами, и они не учитывают контекст другой страны. Ага. Есть такая шутка, что вся литература по саморазвитию сводится к тому, что человек из Силиконовой долины в США учит человека из Сургута, как выйти из зоны комфорта. Но зона Давай комфорта... еще раз повторим это. Чувак из Сан-Франциско учит мужика из Сургута, как выйти из зоны комфорта. Где мужик из Сургута... Сургут — это просто абстрактное, я не говорю про конкретно город Сургут, конечно, что мужик из Сургута никогда не был в зоне комфорта. То есть, ну, разные... изначальные данные, разные вводные данные у людей. Да, разная зона комфорта у людей. И получается, что когда ты пытаешься применять эти советы там, на свою действительность, на тот контекст, в котором ты живешь, это просто не работает. И это приводит к тому, что, ну, как бы все эти советы становятся бесполезными. Хорошо, тогда у меня есть еще один твит, что... эта литература должна соответствовать, ну, твоим потребностям, должна соответствовать твоему образу жизни условиям, и твоим условиям, в которых ты живешь. Да. То есть это понятно. Хорошо. Юля, ты читала какие-то книги по саморазвитию? Слушай, я думаю, что я читала очень много таких книг, потому что действительно в какой-то момент они стали безумно популярны. И казалось, что надо их прочитать, чтобы получить какую-то супер ценную информацию. А ты? Да, безусловно, я читал тоже много книг, но вопрос в том, какие книги остались в твоей памяти и какие книги тебе помогли. Вот хотя бы... что-то, что ты помнишь? Я помню «Джедайские техники», это какой-то российский автор, там было много... Название книги «Джедайские техники». «Джедайские техники», да. Название всех книг тоже будет здесь, друзья. Там было много советов по тайм-менеджменту, по какой-то организации проектов. Ну, что тебе помогло? Что ты использовала? Ничего. Ну, было что-то из вот этой литературы всей, что ты прочла, что на тебя повлияло, что тебе как-то помогло? Напрямую нет. То есть я не могу тебе сказать, что есть книга, вот я ее прочитала,
И прозрела. И все, да, озарение на меня снизошло. Возможно, какие-то рекомендации, советы попадали в голову и так или иначе формировали мое мышление. Но нет книги, которая на меня напрямую повлияла. А как у тебя? Да, это интересный вопрос, потому что я еще... Нет, это уже было в университете. Я впервые... Моя первая книга по саморазвитию, это была книга Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». У нас было даже несколько видео, у меня на канале они есть, можете посмотреть, с основными моментами, с основными навыками из этой книги. Книга хорошая, и в тот момент она для меня открыла очень многие вещи. Например, она для меня открыла такую вещь, как парадигма. То есть то, как мы воспринимаем мир. То есть я осознал, насколько мы все по-разному ощущаем, видим этот мир и насколько мы по-разному видим ситуацию. Вот, то есть это до сих пор осталось с тобой, да? Вот из книжки Стивена Кови многое осталось, о чем я могу рассказать. Затем была книжка Тима Ферриса «4-часовая рабочая неделя». Я ее тоже читала. Да, там было много практических советов, и я как раз следовал упражнениям, я делал упражнения, которые советовал Тим Феррис, и они мне реально помогли. Я смог лучше понять вообще, как работать, как развивать мой проект, как начать мой проект, это было в самом начале. Здорово. И, еще одну книжку, наверное, это книги российского автора доктора Курпатова. Это тоже, да, литература по саморазвитию? Más o menos, да, so, com sa, что там еще, иден, Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Больше или меньше. В той или иной степени. Вот, да, так мы обычно говорим в России. В той или иной степени. В той или иной степени. Я вообще бы порекомендовал Курпатова. У меня было несколько подкастов о Курпатове, о его книгах, о его идеях, поэтому могу их порекомендовать. Там как раз про голову, про мышление. Вот, очень интересно. Поэтому вот эти книги на меня повлияли, они мне реально помогли, мне кажется. Здорово, что у тебя есть прям конкретные книги из литературы по саморазвитию, которые тебе помогли. «Богатый папа, бедный папа». Я тоже читала. Читала? Помнишь хоть что-нибудь, хоть один тезис из этой книги? Нет. Видимо, она прошла мимо. Но на самом деле... Это, такая классика жанра, и, как мне кажется, в этой книге содержится несколько очень важных каких-то постулатов, да, как еще сказать, твитов, да, тезисов, мыслей. Содержится несколько важных, основополагающих мыслей, которые действительно важны для твоей финансовой грамотности. Макс, но как ты и говорил, и как мы оба знаем, чтение книг не может формировать навык, потому что навык формируется в практической деятельности, но никак не через чтение книг. Прости, что перебью тебя, но в университете, наверное, единственное, что я запомнил из университета, наш социолог, учитель по социологии говорил, что на первом занятии, на первой лекции он говорил фразу «Никто, никого, ничему не может научить». И потом он повторил «Никто, никого, ничему не может научить». То есть он имел в виду, что научиться можно самому? Он имел в виду, что только человек может учиться, может научиться чему-то, да, научиться, то есть овладеть каким-то навыком, понять, как что-то делать, научиться. И учитель может помочь, но все равно это работа ученика.
И как-то вот мне это очень запомнилось хорошо, вот полезный, в общем, был совет. Да, поэтому ты начала говорить, что книги не формируют навыки. Не формируют навыки, да. Но получается тогда для чего читать такую литературу? Ну, во-первых, читать, чтобы у тебя, первое, появлялись мысли, второе, чтобы ты смог эти мысли, эти идеи какие-то как-то реализовать, то есть применить на практике, ты должен действовать как-то. Ну и не попадать в ловушки, не читать слишком много. Ну да. Потому что если ты прочитал 5 книг, и ты... ничего не поменялось в твоей жизни, хватит читать, хватит читать. Начни что-то делать, да? Начни что-то делать. Вот, наверное, так. Ну, я с тобой соглашусь, что, наверное, основной плюс такой литературы — это то, что она может принести тебе какие-то мысли, которых раньше в твоей голове не было, да, подсветить какие-то идеи, которые, в свою очередь, тебя могут заинтересовать, и тогда ты пойдешь дальше что-то изучать. Либо не заинтересовать, и тогда ты, как я, не сможешь вспомнить вообще ни слова из «Богатый папа, бедный папа». Да, да, согласен с тобой. Может быть... какие-то рекомендации, ну ладно, вряд ли у тебя будут какие-то рекомендации, но если мы говорим про книги российских авторов, ну, наверное, вот Андрей Курпатов — это тот человек, которого я бы мог рекомендовать почитать и послушать его книги, его лекции. Мне кажется, это очень интересно. Он говорит не очень быстро, и это тоже, наверное, удобно для тех, кто изучает иностранный язык. Согласна, да. Ну что ж, друзья, расскажите о вашем опыте, чтения, или о вашей какой-то трансформации, возможно, с помощью этих книг. Или расскажите, если они вам никак не помогли, если они на вас никак не повлияли. А может быть, у вас есть какая-то книга, которую вы хотите нам порекомендовать? Да. Нам тоже будет очень интересно. Да, и нам, и всем, кто читает наши комментарии, комментирует, пожалуйста, поделитесь своими находками. Всего доброго и до встречи в следующем видео, друзья. Всем пока-пока. Пока.